Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный и нежный торт из детства чередейка. А все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В яйца всыпаю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Добавляю муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Недолго перемешиваю на низких оборотах миксера до получения бисквитного теста. Вымешивать рекомендую под углом 90 градусов, чтобы насыщать тесто кислородом. Бисквитное тесто готово. Форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой и смазанной по бортам сливочным маслом выкладываю все бисквитное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. В сотейник с яйцом добавляю сахар, соль и ванилин. Растираю венчиком. Примерно половину молока вливаю в яичную смесь. Перемешиваю до однородности. В оставшееся молоко всыпаю муку. Перемешиваю. Перемешал до однородности. Самое главное, чтобы не было комочков и мука полностью разошлась в молоке. Если вдруг комочки не размешиваются, пропустите через сито. В яичную смесь вливаю мучную смесь. Непрерывно помешивая, увариваю заварную основу на среднем огне до загустения. Заварная основа загустела, она готова. Добавляю сливочное масло и перемешиваю, чтобы масло полностью растворилось в заварной основе. Добавляю сок лимона, перемешиваю. Заварной крем готов. Если заварной крем получился с комочками, пробейте заварную основу блендером, либо протрите ее через сито. Тогда крем получится однородный. Переливаю заварной крем в чашу для остывания. Накрываю крем в контакт. Убираю в холодильник. После выпекания рекомендую оставить бисквит в форме на 5-10 минут. При помощи ножа отделяю бисквит от бортов формы. Снимаю кольцо. Сверху укладываю решетку и переворачиваю. Снимаю дно формы, извлекаю пекарскую бумагу. После того, как перевернул бисквит на решетку, убираю в холодильник для полного охлаждения. Для приготовления сиропа в воду добавляю сахар, коньяк. Все перемешиваю. Пробитка для торта готова. Охлажденный бисквит разрезаю на 2 бисквитных коржа. Для сборки торта я буду использовать ту же форму, в которой выпекался бисквит. Прикладываю пекарскую бумагу к дну формы, в которой он выпекался. Вставляю кольцо. Укладываю первый бисквитный корж срезом вверх. Пропитываю бисквитный корж сиропом. На пропитку должно уйти на первый бисквитный корж половина сиропа. Вторая половина распределите на второй бисквитный корж. Особенно рекомендую хорошо пропитать края, потому что они чаще всего более подсушены. Остывший крем выкладываю поверх бисквитного коржа. Выкладываю сразу весь крем без остатка. Немного распределяю крем. Закрываю торт вторым бисквитным коржом срезом вниз. Оставшейся половиной сиропа пропитываю корж. Торт накрываю целлофаном, чтобы он не высох. Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 7 часов. После холодильника извлекаю кольцо. Для приготовления глазури шоколад растоплю в микроволновой печи. Вы можете растопить
На плите на паровой бане в растопленный шоколад добавляю мягкое сливочное масло и перемешиваю до получения однородной шоколадной глазури. Шоколадная глазурь на торт готова. Выливаю шоколадную глазурь на поверхность торта. Осторожно распределяю шоколадную глазурь по площади всего торта. Далее свожу глазурь на боковины и осторожными движениями также распределяю глазурь по боковине торта. Готовый торт убираю в холодильник, чтобы глазурь полностью застыла на нем. Глазурь, которая осталась на палетке, наношу на подложку, чтобы торт был зафиксирован. Друзья, торт готов. Сейчас его попробую. И очаруешься. Я очаруюсь. Очень вкусный, очень нежный, пористый бисквит, заварной крем, лимонный и шоколадная глазурь. Это отличный десерт из простых и доступных продуктов. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии и увидимся в следующем видео.